всему, такая низкая цена сохранится какое-то время. Ясно, что и этот год, и, скорее всего, 2015 год. Я вообще не вижу обоснованности вот этого падения, что ли, да, цены на золото, потому что как геолог я вижу, что месторождений новых, по крайней мере, не прибавляется, а старые месторождения либо уходят на глубину. Наша компания ориентирована работать в текущих условиях. Это, говорю, уровень цен 1200-1300 долларов за унцию в течение ближайших 2-3 лет. The challenge for every mining company really is to control costs, to very carefully select capital investments, to protect the high value reserves that they have, and to ensure that their margins are sufficient to make money for the company. Даже по всем апокалиптическим, но пессимистическим, скажем так, прогнозам, все-таки цена на золото не уйдет существенно ниже $1000 за унцию и не уйдет, во всяком случае, надолго. We are pretty bullish on gold price. I think there's the U.S. economy is probably still relatively weak, and I think gold price is often correlated to the U.S. federal balance sheet, and that has expanded significantly over the last few years. So I think gold price will continue to be at a level probably higher in the future, and we are still very much bullish on in the business. Сегодня, мне кажется, отрасль справилась с тем первым шоком, который был в начале прошлого года. Мы понимаем, что необходимо делать. На рынок пришли трейдеры, спекулянты из фондового рынка, пришли в золото, потому что экономики разных стран стали развиваться слабее. Факторов роста сегодня на конференции мы слышали не так уж и много, это страны Востока.